Хочу рассказать вам один случай моего общения с полицией. С полицией я общался регулярно по причине того, что либо я к ним обращался с заявлением о том или ином правонарушении, либо на меня писали заявление. Например, полицейским это не нравилось. Им любая работа дополнительно не нравилась. Но им было деваться некуда. Вот рассказываю такой случай. У меня возникла конфликтная ситуация на автостанции горячего ключа, в кассе. Ну, скажем так, поконфликтовали, потребовал книгу жалоб и предложений. Мне казалось раньше, что это бесполезно писать туда заявление, но сейчас я скажу, что это даже в Испании полезно, потому что тем самым вы сразу фиксируете, во-первых, как я вам всегда говорил, пишите дату, время заявления, то есть время возникновения конфликтной ситуации вы в книге жалоб и предложений фиксируете. Во-вторых, вы сразу туда письменно направляете продавцу свою претензию, и он вынужден будет на нее каким-то образом отреагировать, хотя бы с точки зрения закона, он обязан это сделать. Вот, написал я это заявление в книге жалоб и предложений, не особенно, собственно говоря, надеюсь, что мне дадут осмысленный ответ. Проходит время, звонит полицейский участковый Василий Коржов и говорит: на вас написано заявление, приезжайте в отдел. Можно было бы встать в позу и сказать: нет, типа шлите повестку на мой домашний адрес, вот так вот. Но я с полицейскими старался взаимодействовать в рабочем режиме, не вставать лишний раз в ненужную позу, вот, надеясь на то, что они тоже будут более лояльны. Поэтому я приехал в отдел, где сидят полицейские, в горячем ключе, это с задней стороны библиотеки. Старое такое здание с деревянными перекрытиями. Поднимаюсь в этот отдел. Как я вам всегда учил и говорил, и по-прежнему считаю, что так и нужно. Я на одном из телефонов включил диктофон, а на другом телефоне, где у меня побольше было свободной памяти, включил запись видео. И, естественно, полицейским я ни об одном, ни о другом не сказал. Телефон, который записывает видео, я положил камерой вверх, чтобы он снимал мое лицо. Видно было, что это я и где я нахожусь по интерьеру, то есть камера что-то фиксирует. А телефон с диктофоном, он у меня вот традиция висеть телефону на шее у меня. Вот таким образом я подготовленный зашел в отдел, нашел комнату, где сидит участковый. Вот, знаю, что мои действия, его действия фиксируются. Честно скажу, неприятно, когда на тебя пишут заявление. Зашел. Мне сразу участковый говорит: пишите объяснение. Мой ответ: я хочу ознакомиться, с чем меня обвиняют, в чем меня обвиняют. Он как-то так, Василий Коржов, помялся немножко, говорит: ну ладно, читайте. Нашел материалы дела, где там уже прям дело готовое, где коллективное заявление на меня, переврана, как им выгодно, в свою пользу история с моим конфликтом на автостанции. Ну и обвиняют меня во всем. Обвиняют меня в чуть ли не подготовке теракта, в запугивании. Вот я один взял и запугал всех сотрудников автостанции. Вот, в том, что я ему угрожал и так далее. Бумага все стерпит, можно написать все, что угодно. Я это все прочитал. Знаете, помните, как я читаю заявление. Я прикидываюсь немножечко недалеким
И вот это заявление, я его читаю от корки до корки. То есть, кто заявил вслух, так вот, бормочу вслух, но то, что у меня на шее висит работающий диктофон, позволяет мне, по сути, не вступая ни в какие прения с полицейским, зафиксировать, что же, собственно говоря, в этом документе. То есть, если бы я в тот момент потребовал бы от полицейского снять копию материалов дела, ознакомиться с ними в соответствии с моим заявлением. То есть я мог бы написать заявление о том, что я хочу официально ознакомиться с копией этих с этими заявлениями и снять копию. Ну, что бы мог полицейский в этом случае сделать? Первое, он бы мог просто по беспределу мне отказать. Тогда я писал бы, взял бы у него листик, бумажку, написал бы это заявление, попросил бы его принять. Полицейский обязан был бы принять мое ходатайство, но он мог бы не принять его, и тогда бы мне пришлось идти в отдел, в дежурную часть, в дежурной части просить его принять это ходатайство. Затягивался бы процесс, дополнительное ненужное обострение ситуации. По крайней мере, мне казалось на тот момент ненужное обострение ситуации. И второй момент, мне могли бы отказать вежливо, сказав, что там персональные данные, фотографировать не дадим, копию снимать, тащи свой ксерокс. У нас типа не на чем снять копию, тащи свой ксерокс. Вот, ну то есть меня устраивала вполне себе аудиозапись того, что я прочитал. Там же слышно, что я в отделе полиции, общаюсь с участковым. Я прочитал вот это вот заявление, направленное против меня. После этого в помещении находится несколько участковых, по-моему, 3 человека. И там же находился Армен Михайлович Аратюнян. Он начальник участковых горячего ключа был. Подполковник или полковник, не помню. Вот. Михалыч его все называли. Ну вот, он находился в этом же помещении. Ну, я прочитал это заявление и говорю Василию Коржову, участковому: я не хочу давать никаких пояснений и объяснений. Отказываюсь. Собрался уходить, попытался выйти из помещения. И в этот момент вот этот участковый, начальник участковых, Арутюн Михайлович Арутюнян, Армен Михайлович Арутюнян, становится в двери, как вратарь в хоккее, и говорит: я тебя не выпущу, ты обязан дать объяснение. Я очень удивился такому поведению, не знаю о своей обязанности. Тогда я поворачиваюсь к Василию Коржову и говорю: Василий, примите, пожалуйста, у меня заявление. Вот сотрудник полиции при исполнении в форме Армен Михайлович Арутюнян препятствует моему свободному передвижению, нарушая мои конституционные права. И вы видели бы лицо этого Василия Коржова, когда я требую принять заявление против его непосредственного начальника, который препятствует мне выйти из кабинета. Василий замешался и такой, типа не знает, что делать. Я говорю: если вы не примете сейчас это заявление письменное, я звоню в дежурную часть и подам это заявление устно. И все равно будет зафиксирован факт того, что мне препятствуют выйти из этого здания. В конце концов Василий подумал, обратился к своему начальнику, к этому Армену Михайловичу, сказал ему, что он вынужден принять у меня заявление, потому что гражданин Панюшкин имеет право подавать заявление в любой момент на любое действие или бездействие сотрудников полиции другому сотруднику полиции при исполнении. А Василий Коржов был при исполнении, в форме, находился в административном здании. И у него не было выхода. То есть, если он не примет заявление от меня, это он уже нарушит закон о полиции. Ну, в общем, этот Арутюнян
подуспокоился и начал уже, когда понял, что я в своем праве, начал мне объяснять, что им нужно получить от меня объяснение, чтобы закрыть вот это вот заявление и так далее. Я тогда ему сказал, что я же могу воспользоваться 51 статьей Конституции Российской Федерации и отказаться давать пояснения в отношении себя самого. Это мое законное право. На что Арутюнян сказал: напиши что угодно, нам нужно закрыть это дело. Просто напиши, что ты отказываешься в соответствии с 51 статьей Конституции давать объяснения, и мы это дело закроем. На чем мы порешили? То есть я написал на бланке сотрудников полиции, кто я, что я, написал, что я ознакомился с вот этим заявлением. Со своей стороны я отказываюсь давать пояснения, пользуясь 51 статьей Конституции Российской Федерации. Снял, сфотографировал свое заявление с датой, с подписью, со временем, отдал это заявление полицейским, они его подшили дело, и на этом все закончилось. Но скажу, что да, я тогда, когда в двери стоит целый полковник, и еще трое полицейских в этом, его подчиненных в этом помещении, я немножечко, так сказать, напрягся, но понимаю, что закон на моей стороне, и у меня, и пока не отобрали телефон, есть возможность позвонить в дежурную часть горячего ключа, а могу позвонить и в дежурную часть ГУВД по Краснодарскому краю и там пожаловаться. Кстати, телефон дежурной части ГУВД по Краснодарскому краю совпадает полностью с телефоном доверия. То есть там звонки, которые принимаются, они в том числе расследуются и сотрудниками службы безопасности, собственной безопасности ГУВД края. То есть у меня были еще варианты с телефонами звонить. Но в конце концов, увидев мое квалифицированное сопротивление, сотрудники полиции буквально, если не умоляли, то уговаривали меня дать хоть какое-то пояснение, чтобы они закрыли это коллективное обращение, подписанное там, не знаю, десяткам сотрудников этого автовокзала. И ничем это не закончилось для меня плохим. Просто похоронили это дело. Но! Дальше произошел случай какой? Видимо, когда это дело похоронили, кто-то оказался юридически грамотным, а может быть просто узнали номер телефона через знакомых, мне начали звонить с угрозами. И я написал заявление, что кто-то неизвестный мужским голосом звонит мне на номер телефона, угрожает, говорит о том, что твои родственники рано или поздно поедут через автовокзал, а мы знаем, как ты выглядишь и выглядят эти родственники, и мы им устроим приятный прием. В общем, я не был готов к угрозам, не сразу записал. Рекомендую вам, кстати, поставить программу, которая записывает звонки на телефон. Такие существуют. И, в общем, я не сразу записал этот звонок, но номер телефона сохранил, с которого мне звонили. И я написал заявление, что мне звонят с угрозами. Этого человека вычислили, он оказался родственником одной из тех, кто работает на автовокзале, то ли брат, то ли муж. И он звонил меня запугивать, видимо, они хотели, так сказать, быть последними правыми в этом конфликте. И в конце концов его полиция вычислила, пригласила на объяснение, и мне написали ответ о том, что с ним провели профилактическую беседу, а если я с этим не согласен, то могу обращаться с жалобой уже на бездействие полицейских в прокуратуру. Я, в общем, посчитал, что это была такая дурацкая выходка. Человек, который угрожал, теперь известен и мне, и полиции, и вряд ли он будет делать что-то противоправное, когда все уже знают, что он был источником угроз.
Поэтому я ничего предпринимать не стал. Но это было в 2021 году. Сейчас бы я, наверное, что-то предпринял, потому что градус накала и насилия в обществе в Российской Федерации существенно поднялся. Вот как это работает. Вот мой реальный случай. От и до, правда, до самого последнего слова. Вот. Обратитесь, спросите у Василия Коржова. Я до сих пор помню его несчастное лицо, когда он вынужден был в присутствии своего начальника брать заявление, которое было бы мною написано против его начальника, но он посчитал, что лучше он выполнит закон о полиции. Полицейские, особенно такие, которые не в ППС, а чуть выше, которые уже в звании майора или выше, они знают свои права и обязанности. Главное, чтобы знали вы, какие у вас есть права и обязанности. Поэтому обязательно сделайте доброе дело, подпишитесь. Обязательно подпишитесь, потому что я каждый буквально день стараюсь записать какое-то для вас полезное видео. Подпишитесь, поставьте лайк в момент просмотра этого видео или сразу после. Напишите комментарий, какие у вас были случаи с полицией. И напомню вам, что расшарьте это видео. По-моему, 98%, кто меня смотрит, не являются моими подписчиками, поэтому очень важно подписаться, включить все уведомления, колокольчик и расшарить это видео. Пользуйтесь моим опытом. Все, всем пока.